Дрейк и Эвелин были счастливой семейной парой, у которой только что появился новорожденный ребенок. Супруги уже воспитывали подростка по имени Джо, когда узнали, что ждут еще одного малыша. Дрейк и Эвелин были безумно рады новому члену семьи. Они давно мечтали о девочке. И вот на свет появилась прекрасная Мария, которая тут же заняла особое место в сердцах родителей. Настало время Эвелин выписываться из больницы. Муж встретил ее на пороге роддома, помог забрать вещи и бережно взял Марию на руки. Когда пара пришла домой, она с волнением начала представлять малышку 16-летнему подростку. Но к ужасу родителей Джо вел себя с маленькой девочкой очень резко. Он только взглянул на малышку, а затем громко произнес: «Она не моя сестра», после чего убежал в свою комнату. Родители были в ужасе от происходящего. Эвелин просто потеряла дар речи, а Дрейк решил проявить отцовскую жесткость. Он пошел к парню в комнату, где начал его отчитывать. «Не смей так разговаривать с нами и новорожденной. Мы воспитывали тебя, ты наш ребенок, а Мария — наша дочь. Поэтому вы приходитесь друг другу братом и сестрой, иначе быть не может. Что ты такое удумал?» На что Джо выпалил: «Еще раз повторяю, она не моя сестра». Дрейк пристально посмотрел на парня и спросил: «Почему ты так считаешь? Скажи, наконец». Джо, не отводя глаз от Дрейка, ответил: «Сегодня я узнал группу своей крови. И она не может быть такой, если я ваш сын. Я прочитал много статей в интернете. У тебя 3-я группа, у мамы 1-я, а у меня 2-я, что невозможно». Дрейк удивленно вздохнул, после чего сказал: «Не знал, что придется такое говорить. Но раз ты настаиваешь, давай сделаем тест ДНК». Мужчина решил скорее покончить с этим вопросом, поэтому выбрал экспресс-исследование, которое предоставляет быстрые результаты. Дрейк не сомневался в тесте, но когда пришли результаты, почему-то разволновался. И вот настало время открывать конверт. Супруги улыбались, стараясь сохранять спокойствие. И вот Эвелин открыла конверт, после чего они вместе с мужем стали читать содержимое. И улыбки медленно сошли с их лиц. В результате теста ДНК было указано, что Джо не может быть их сыном. Ребенок оказался прав. Мария не могла быть его сестрой, так как Эвелин и Дрейк не были его родителями. Но как такое возможно? Дрейк просто не знал, как ему реагировать, не понимал, что это значит. Он был всю жизнь уверен, что Джо приходится ему сыном. Эвелин тоже была в шоке. Она начала причитать: «Это невозможно». Джо же быстро вышел из гостиной и направился в свою комнату. Он не хотел видеть Эвелин и Дрейка. У парня возник план. Ему нужно было найти настоящих родителей. А для этого нужно было уйти из дома и попасть в родильное отделение, где он появился на свет. Отыскать его не составило труда, нужно было просто отправиться в путь. Парень собрал вещи и на следующий день поехал в роддом. Когда он пришел туда, то тут же направился к самому старому врачу. Доктор Карр работал в заведении больше 25 лет. Джо сразу же выложил мужчине свою историю. Подросток поинтересовался, могло ли быть в день его рождения какое-то странное событие, что-то из ряда вон выходящее. Доктор Карр пристально посмотрел на парня, а затем сказал: «Я работаю здесь давно и всегда все делал на совесть, и скоро я, наконец, выйду на пенсию». Но Джо еще раз переспросил доктора. Может быть, он что-то припоминает. Но доктор Карр пробурчал что-то под нос и сказал: «Иди отсюда, мальчишка, мне нужно работать». Тогда Джо дал доктору записку со своим номером и попросил позвонить его, если он что-то вспомнит. Опросив почти весь персонал, который работал 16 лет назад, подросток так ничего и не узнал. Вернувшись домой, парень стал размышлять, что же ему делать. Дрейк и Эвелин пытались с ним поговорить, но это было безрезультатно. Джо бредил мыслью о поиске кровных родителей. Так после 2 недель безрезультатных попыток хоть что-то выяснить, парень совсем отчаялся и постепенно стал возвращаться к обычной жизни. Дрейк и Эвелин, хоть и не показывали виду, но тоже стали искать ниточки к распутыванию этой истории. Ведь где-то рос их сын, о котором они столько лет ничего не знали. Но все это тоже было безрезультатно. Но ответ пришел, откуда не ждали. Несколько месяцев спустя Джо позвонил доктор Карр и поведал такую историю.
Знаешь, сынок, был один случай, который до сих пор терзает меня. Я принимал роды у одной богатой пары. В то время я был еще неопытным врачом, поэтому допустил ошибку. В результате у ребенка была деформирована рука. Я понимал, что такое не исправить, и что богачи могут меня просто засудить. Поэтому я поменял еще одного ребенка, родившегося в тот день от простой женщины, никогда не ставшей бы подавать в суд на того самого малыша с деформацией. Как ты понимаешь, вся эта история, скорее всего, касается тебя. Я думаю, ты должен знать и прости меня. Джо потер руку, которая действительно была повреждена во время родов. Оказывается, его и правда подменили в роддоме. Теперь ему оставалось только найти своих настоящих родителей. Это оказалось несложно, ведь доктор Карр знал их имена и не стал скрывать. Узнать их адрес оставалось лишь делом техники. Парень тут же отправился к кровным маме и папе. Они жили в богатом особняке, явно ни в чем не нуждаясь. И вот Джо позвонил в дверь. Ему открыла красивая, ухоженная женщина. Парень сразу же рассказал ей всю историю, передал слова доктора Карра. Он ждал, что женщина обнимет своего сына. Вот только она скривила недовольную гримасу, с ног до головы осмотрела Джо, а затем сказала: «Я знаю все то, о чем ты мне рассказал. Акушерка, принимающая роды, сообщила мне, что детей подменили. Но мне не нужен дефектный ребенок с больной рукой. У нас растет прекрасный здоровый сын. Это наш Эванс. Уходи. То, что было, уже не вернуть. Будет лучше, если об этом больше никто не узнает». Женщина предложила Джо очень большую сумму за молчание. Но парень отказался. Он был в шоке от слов биологической матери, ведь он так хотел ее найти. А затем Джо понял, как ему повезло с настоящими мамой и папой, каким неблагодарным он был. Пора отправляться домой, чтобы сказать им об этом, а еще, наконец-то, поцеловать свою сестренку. Настоящие родители — это те, кто воспитал нас, дарил свою любовь, и дело тут вовсе не в крови. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока.